Темно уже, я прилетел. Вот сейчас с моим багажом уедет. Вам ничего не видно? Мне тоже ничего не видно. Как всегда, случайно я нахожу интересные места. Колеса без резины, видимо, сняли, а по-другому не получается. И как бы удовольствие уже размазано. Здесь пока очень мало туристов, очень красиво. А я пойду дальше. Прилетели в Сальту. Только что вышел из самолета. Ни разу не был в этом аэропорту. Сейчас вместе с вами посмотрим, что это такое. Что-то люди ждут уже. А, это пассажиры на следующий рейс. Почему-то здесь стоят. Видимо, аэропорт слишком маленький. А мне сейчас нужно зал ожидания. А мне нужно сейчас получить багаж, заказать такси и, в принципе, доехать. Поеду на Uber. Уже забил туда адрес Airbnb. Ехать минут 20, наверное. Пока там ждут багаж все. Хочу поснимать, что творится снаружи. Вот наш самолет стоит. Поэтому вот к рукаву мы только что пришли. А вот наш багаж, кстати, приехал. Мне кажется, я даже вижу свою сумку. На них что-то слишком много лежит. Чемодан, точнее. Там проходит самолет обычные проверки. Разгружает багаж. Наши пассажиры еще выгружаются. А вот эти ребята уже начинают наши эти сумки закидывать на ленту. Не хочу внутри стоять. Много людей. Здесь свежий воздух. Вообще крохотный аэропорт. Считай, его и нету. Кафешка. Темно уже, я прилетел. Уже почти ничего не видно. Сейчас я попробую отойти от аэропорта. Попробую снять, как он выглядит снаружи. Вот этот зал прилета. Вот так выглядит. Вообще весь терминал. Вот там дальше, там, видимо, ремонт идет. Все сюда заходят тоже. И заходят и выходят с одного и того же места. Я сейчас отключаюсь, буду вызывать такси. И поеду, включусь уже из машины. Вот и мой драндулет приехал. С разбитым стеклом. Ура. Даже багажник не открывается. Ну, я заказал обычное такси. Это не премиум. Да, в дверь. Все. А, и задняя дверь. Он сейчас с моим багажом уедет. Дверь не открывается. Так, ну ладно. Первое впечатление от Сальты своеобразное. Четвертая моя квартира.
квартира. Так, ну я, можно сказать, дома. Запах меня немножко смущает. В целом квартира нормально. Ну, это не квартира, это скорее комната. Все одно большое помещение. Спальня совмещена с обеденной зоной, с кухней. Ну и здесь все ванная комната. И балкон. Сказали бы, здесь большой балкон. Давайте посмотрим. 8-й этаж. И вот это у нас открывается вид на ночную вечернюю Сальто. Вам ничего не видно? Я понимаю. Мне тоже ничего не видно. Просто россыпь разноцветных огней. Никакой особенной яркой архитектуры здесь отсюда не видно. Я уже гулять, наверное, не пойду. 10-й час вечера. Поэтому я буду сейчас отдыхать. Раннее утро в Сальте встретило меня тишиной, прохладным воздухом, чистым небом и легкой дымкой над улицами. Поэтому с первыми лучами солнца я отправился в центр города встречать его пробуждение. Снимая эти кадры ранним утром, я больше всего хотел, просто почувствовать вайб этого места. Попытаться уловить какие-то мелкие детали, которые днем в суете ты гарантированно пропустишь. В это время суток меньше ощущения, что город вообще знает о существовании туристов. Он тут не позирует. Утром, когда город только-только просыпается, он предстает перед тобой, максимально настоящим. Без показухи, без позирования, без этого глянцевого туристического лоска, который подсовывают в путеводителях. Он такой, какой есть на самом деле. Сонный, открытый и немножко помятый. На календаре середина мая. В Аргентине сейчас осень, плавно переходящая в зиму. И это, наверное, одно из последних по-настоящему теплых утр перед первыми заморозками. В густом золотом свете люди спешат на работу, открываются лавки, кто-то просто сидит на лавке, потягивая горячий маты. И в этих кадрах нет какого-то особого глубокого смысла. Но мне казалось, что именно в такие моменты и можно поймать суть города. Понять, чем он вообще живет, какие люди здесь находятся и как его вообще воспринимать дальше. Как всегда, случайно я нахожу интересные места. Сейчас я ходил по историческому центру Сальты, по площади 9 июля, и случайно забрел в какой-то музей, который очень красиво выглядит. У него вот такой внутренний двор с какой-то башней. Это историческое место, одно из самых исторических мест в Аргентине, оказывается. Здесь раньше была городская администрация испанской колонии, а сейчас это музей. Мне очень нравится этот двор с деревом. Сюда водят экскурсии, вот там на заднем плане у меня детишки привели, школьников. Посмотрите, как оно выглядит. Я тут ходил, бродил, здесь какая-то мебель, изделия из дерева. Еще один внутренний двор, я вам сейчас покажу. Вот один из внутренних дворов.
И здесь стоят старые кареты. Очень старые кареты. Но это не самое интересное. Еще одна карета, еще одна карета. Самое интересное — это вот эта штука. Древний какой-то автомобиль фирмы марки Renault. Renault модель 1911. Это, видимо, год. А вот он представлен в Париже в 1912 году. 24 июня. Колеса без резины, видимо, сняли. Выглядит очень потрепанно, но это не музейный экспонат, это прям был в использовании. Видно, что потрепанный такой. Еще одни дети. То есть, да, но я пойду отсюда. Детей, наверное, нельзя снимать. Я здесь нахожусь уже час. Я пришел сюда очень рано, когда солнце еще было низко. Получились хорошие кадры. Но я хотел сказать нет. Я хотел сказать, что вот одна из самых больших проблем для фотографов и тревел-блогеров — это когда ты ходишь в какое-то красивое место, тебе хочется как бы насладиться, посмотреть по сторонам, полюбоваться, как оно выглядит. Но по факту, получается, ты все время с камерой, ты все время ищешь отличный какой-то оригинальный угол, какой-то хороший свет, как направить, как составить композицию. И в это же время ты не успеваешь получить удовольствие от этого места. Ты как просто смотришь на локацию, как на объект, как на сцену. Технически, то есть не получаешь удовольствия. И вот у меня сейчас то же самое было. Около часа тут ходил, бродил, снимал. И все пропустил. И уже вроде как камеру сложил, хочется полюбоваться, но уже я уже смотрю на это, я понимаю, что я это уже видел, я это уже со всех ракурсов посмотрел, и как бы удовольствие уже размазано. А по-другому не получается. По-другому думаешь, если я сейчас приду и буду сначала любоваться, и потом уже снимать, то, во-первых, уйдет свет хороший, начнут появляться туристы, что-то еще произойдет, может закроют, может у меня батарея сядет, может, я не знаю, что случится. Не хочется упустить шанс. Поэтому, все равно, я думаю, вам это понравится, потому что вы-то увидите это в первый раз, с хороших ракурсов, с хорошим светом. Поставите мне лайк. А я пойду дальше. Нашел еще один внутренний двор, оказывается. Тот был не единственный. Прямо возле этой башни. Там сейчас лестница есть. Попробую туда наверх залезть. Не знаю, куда она ведет. Но я не думаю, что она прям на башню ведет, потому что там колокол наверху висит, и он периодически звонит. Это вид у нас открывается на площадь 9 июля. Обалденно. Посмотрите. Сальто для многих путешественников — это удобная база. Они сюда приезжают на пару дней, на пару ночей погулять, и потом выдвигаются дальше в горы, в долины, на Саланчак, куда угодно. Я, собственно, сам то же самое сделал. Я сюда приехал, у меня будет всего 3 полных дня. И за эти 3 полных дня я хочу почувствовать ритм этого города. Я не уверен, что у меня это получится, потому что все-таки 3 дня это недостаточное количество. Но я попробую это сделать, и тогда город начнет проявляться в мелочах.
А пока давайте погуляем, я вам покажу этот внутренний двор. Здесь пока очень мало туристов, и очень красиво.